Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о тапире. Тапир что? Да, это тапир. Мало кто слышал, уж точно мало кто видел такое животное. А кто видел, сказал бы, да, это тапир. Только так он может выглядеть. Сама грациозность. Поросенок с хоботом от слона, хвостом, как у бегемота, да и ноги хочу, как у оленя. В общем, от природы взял, что хотел. Для человека это выглядит как минимум интересно. А сегодняшний герой с утверждением вряд ли бы согласился. Все мое это мое, и вам можно наблюдать и молча завидовать. Итак, тапир, животное винегрет. Поехали! Это создание относится к древнему семейству тапировых. Предки этих толстокожих свинослонатиков бродили по земле аж 55 миллионов лет назад, в период Эоцена. Причем, по словам ученых, предками тапиров были лошади или носороги. Вот это поворот! Похоже, как две капли воды. Сейчас же в семействе 5 видов: горный тапир, равнинный тапир, центральноамериканский тапир и тапирус кабомани живут в Южной Америке. И почему-то один вид, чепрачный тапир, в Юго-Восточной Азии. И это факт. Габаритами тапир примерно 1,5 на 1,5. Нет, не в ширину. Хотя и стройность это не его. Хотя что мы вкладываем в слово стройность? Только свои параметрические данные. Средний вес около 200 килограмм, но может и поправиться и до 300. Не зря с одного из южноамериканских диалектов тапир переводится как толстый. Передние ноги у тапиров четырехпалые, а задние трехпалые. На пальцах небольшие копытца, помогающие передвигаться по грязной и мягкой земле. Верхняя губа тапира вместе с вытянутым носом образует небольшой, но очень подвижный хоботок, который оканчивается пятачком, окруженным короткими чувствительными волосками. Так вот, этот хоботок тапиру нужен не только для лучшего восприятия запахов. С его помощью зверь может провести под водой несколько минут, что помогает ему скрыться от врагов. Тапирам не принципиально, где обитать, но больше всего они предпочитают тропические леса и особенно местные водоемы. Нет, тапиры, конечно, не земноводные и даже не полуводные животные, но эволюция, на наш взгляд, зря не наградила их жабрами, учитывая, сколько времени они проводят в воде и возле нее. Ведь чистота как-никак залог здоровья, и кто с этим не согласен, тот не тапир. В принципе, их можно понять. Пока тапир гуляет по дну какого-нибудь озера, а именно так они частенько и поступают, он как пылесос метет водоросли, а рыбки, живущие там же, устраивают ему пилинг со скрабом, объедая паразитов и согревая кожу. В лесах тапиры поедают фрукты, листья и ягоды, да и прочую растительность. Природных врагов, как у любого травоядного, у тапира хватает. Жирненькими родственниками лошадей и носорогов не против перекусить все крупные хищники: ягуары, пумы, крокодилы, анаконды. Для защиты от первых двух у тапира имеется на спине сальные залежи и толстенная кожа на загривке, такая, что фиг прокусишь. А пока будешь разгрызать, от 200-килограммовой зверюги можно и с ноги схлопотать, и самому укусы попутно заработать. Хотя на тапиров и охотятся самые страшные хищники планеты. Основным их врагом, как всегда, является, кто же? Конечно же, человек. Охота на тапиров ради мяса и кожи существенно уменьшила их популяцию, и к настоящему времени 4 из 5 видов тапира занесены в список животных, которым грозит вымирание. Да и тапиры не так просты. Ночами часто приходят на поля и огороды. Там они с удовольствием лакомятся злаками и корнеплодами. Так сказать, небольшая тапирья месть. Но вернемся к их родословной. Пару минут назад мы прошлись по его родственникам. И что, действительно, лошади и носороги — это родственники тапиров? Ученым виднее. Ну да, соседей не выбирают, как и родственников. Генетически они действительно ближе всего к скакунам и африканским тяжеловесам, несмотря на хоботок и поросячьи глазки. Тапиры, кстати, крайне близорукие, зато отлично слышат и обладают прекрасным обонянием. Так что если зверюшка в тропическом лесу вас учует, услышит, испугается и ломанется со слепу прямо туда, где вы стоите, то не надо было там стоять. План Б сработал. Живут тапиры поодиночке или парами, но вообще компании не любят. Чужих встречают примерно так же доброжелательно, как бухгалтер налоговую полицию. Ведут сумеречный образ жизни, бродят по лесу, едят травку, плоды и ягоды. Словом, сплошная идиллия. Для спаривания самцы долго и с удовольствием гоняются за самками, видимо, доказывая свою жизнеспособность. Наигравшись в салки с бессменной водящей, они любят друг друга до поросячьего визга. После самка долгие 14 месяцев вынашивает плод этого веселья. И скажите после этого, что у тапиров в родстве нет еще и кабанов? Но нет так нет. Природа просто решила использовать отработанный механизм защиты. Мимикрию никто не отменял. Полосатиками юные тапиры ходят примерно полгода, а затем еще столько же бегают хвостиками за мамой. К 1,5 годам из прелестных поросят вырастают полноценные многокилограммовые хряки-тапиры, которые
готовы к самостоятельному купанию и поеданию растительности. В Южной Америке, да собственно, как и во всех других странах, вырубаются леса. Это на тапирах сказывается напрямую, ибо это их среда обитания. Кроме того, что уж таить, эти недопоросята очень вкусные, поэтому тапирам нелегко. Одно радует, что все-таки их стараются охранять по мере сил. К тому же они неплохо размножаются в неволе. А в 2013 году был открыт малый черный тапир. Так вот, это и есть тапирус кабумани. Он стал одним из тех немногих копытных, которых открыли за последние 100 лет. Как могли не заметить такого интересного пассажира на нашей планете, не представляю. Кстати, в Азии тапирам дали прозвище «поедатель снов» из-за их хоботка. Считается, что тапиры едят дурные сны, а фигурки с их изображениями приносят спокойствие и удачу. Словом, если ты выглядишь как тапир, то будь добр и ешь сны, но только плохие. Спасибо, что посмотрели этот ролик, подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.